Всем hello! В этом году я задумался, почему бы не собрать себе кастомную клавиатуру, ведь это своего рода конструктор. В этом видео я хочу поделиться своим опытом и знаниями о том, что узнал. При изучении информации для меня стало удивлением, что существуют каналы, которые делают контент только о клавиатурах и при этом набирают огромное количество людей в свои сообщества. Самым ярким примером является HiPiotech. Но сейчас не об этом. Есть несколько способов собрать кастомную клавиатуру. Первый и самый простой — это купить готовую, что-нибудь в ней заменить, и вуаля, по сути, это тоже считается кастомной клавиатурой. Второй вариант посложнее — это купить отдельно основу, отдельно колпачки, переключатели, модифицировать, если вы это хотите, и вот она и готова. Третий вариант — это отдельно покупать абсолютно каждую деталь, плату и так далее, но это для меня уже темный лес, и в этом я не решился разбираться. Мне хотелось попробовать именно второй вариант, потому что он имеет в себе не слишком много и не слишком мало, являясь чем-то средним. И для начала нам нужно выбрать основу клавиатуры. Вот варианты, которые я подобрал. Akko 5057S, Akko Monzgeek M1 V5, Leobook H75, Lucky 65, Zoya GMK 87. Однако у каждой из основ есть свои различия. Наличие беспроводного подключения, материал, из которого она сделана, внутреннее наполнение, форм-фактор, программное обеспечение. И то, что по сути для меня играло одну из самых важных ролей, это эстетика, которую мне хотелось получить. Будем идти по пунктам. Первое. Мне не нужно было беспроводное подключение. И было бы славно, если бы вообще клавиатура его не имела. Хотелось попробовать корпус из металла. Клавиатура должна быть с каскет-маунтом. И форм-фактор примерно 75-85%. Программное обеспечение не слишком критично, но было бы приятно, если бы оно было open source и всегда обновлялось. Посмотрев разборы, обзоры, мне не хотелось брать Akko из-за того, что при проводном варианте на дно просто кладут силикон. Мне казалось, это как-то не тем, что должно быть. У Lucky 65 нет ряда клавиш с эфками, мне хотелось бы их оставить. Zoya была сделана из пластика, поэтому осталось только Leobook. Когда она попала мне в руки, я был очень рад красивой упаковке, приятному ощущению металла, ее весу. Я сразу понял, что получил то, что хотел, но не без минусов. После первого разбора один из винтиков чуть не утратил свою крестовину, после этого я старался очень аккуратно их закручивать и раскручивать. Провод в комплекте кривоват, но на хороший провод я не вижу смысла тратиться. Этот будет лучше, чем обычный прямой. Следующий шаг — переключатели. Они делятся на три типа: линейные с равномерным ходом клавиш, тактильные с сопротивлением при нажатии и кликающие. Также отличается сопротивление пружины внутри, какие-то нужно нажать сильнее, другие слабее. Звук, который они издают, в основном зависит от материалов, из которых они сделаны, но я в свою очередь отталкивался от обзоров. Хотелось, чтобы они были тихие, но при этом издавали приятный звук, похожий на попыт. И мой выбор остановился на попсовом Akko Rosewood. Добавлю немного про стабилизаторы, их звук тоже зависит от материалов, из которых они изготовлены, но я решил их не менять. И последний шаг, если исключить моддинг, это колпачки. Отличаются друг друга материалами. Бывают металлические, деревянные, пластмассовые, а пластмасса делится в свою очередь на ABC и PBT пластик. Он отличается толщиной, и если она слишком маленькая, то это приведет к ухудшению звучания клавиатуры. Также бывают разные форматы, самый популярный из них Cherry. Мне хотелось найти интересный для себя формат и выдержать черно-белый стиль клавиатуры. По итогу удалось найти колпачки в стиле Mac, которые могу описать как что-то между облачком и кнопками печатных машинок. Последний шаг — моддинг и сборка. Начитавшись форумов и насмотревшись видео, я выбрал для себя вот такие модификации. Первое — смазка всех переключателей и стабилизаторов. Второе — Force Break Mod. Третье — Holy Mod. Четвертое — заменить в роллере клавиатуры вставку на черную. И пятое — положить дополнительный слой шумоизоляции для корпуса. Для смазки понадобятся инструменты, это очень кропотливый процесс. Как правильно это делать, лучше посмотрите у игромана, а лично у меня это заняло примерно 4 часа. И вы должны понимать, что можно испортить переключатель. Например, у меня на букве Х при малейшем касании срабатывает кнопка. Force Break Mod — это модификация, характерная для металлических клавиатур. На места соединения частей корпуса наносится изолента, пластырь или тонкий поролон, чтобы избежать бряканья при печати.
Делать я его решил с учетом того, что это бюджетная основа, и она может быть не идеальна. Так и есть. Взял рулонный пластырь, нарезал его тонкими полосочками и проклеил. Holy mod. Стабилизаторы очень важны в клавиатуре и могут сильно испортить впечатление. Все они могут издавать неприятные дребезжания, и чтобы этого избежать, внутрь устанавливают прокладку, чтобы металлическая скоба ударялась о нее, а не о пластик. Взял пинцет, рулонный пластырь и стараюсь проклеить его, но он не совсем хотел клеиться к пластмассе. Либо потому, что у меня не получилось вымыть смазку, либо тканевый пластырь не очень подходит для этого. Кое-как справился и в будущем, если что, исправлю. Вставку в роллер очень легко удалось найти на Алиэкспрессе, и все прошло как надо. Хочу вас предостеречь и аккуратнее вставляйте роллер, чтобы он не поломался. Вставка шумоизоляции толщиной 2 мм не была проблемой. Вырезал дырку для шлейфа и положил на дно корпуса. Главное под нее уложить прозрачный слой, который нужен для защиты от статического электричества. Из-за доп. Слоя клавиши перестали сильно прогибаться внутрь клавиатуры, и если вы хотите добиться именно хорошего бискет-маунта, то лучше всего, мне кажется, купить плейт FR4, в котором больше разрезов, и не кладите дополнительный слой на дно клавиатуры. В итоге у меня получилась вот такая клавиатура, которая подходит под все мои параметры и приятно звучит. Все в сумме у меня вышло примерно 8500 рублей, а решать, стоит ли собирать кастомную клавиатуру, только вам. Если у вас достаточно времени, энтузиазма и хочется сделать персональную сборку под себя, то вперед. Мне это хобби принесло только положительные эмоции. И вопрос для знатоков: почему роллер не меняет звук в Windows? Это вот единственная на самом деле проблема, которая после сборки меня беспокоит. Еще немного добавлю от себя по поводу этой основы. Насколько я понял, ее уже перестали производить, потому что ей 2 года, и начали выпускать обновленную версию i75C. Если вам интересно, то вот как она выглядит на дне, я из-за этого ее не взял, как-то мне это просто эстетически не понравилось. Если у вас остались какие-то вопросы или вам понравилось мое творчество, то заходите ко мне в телеграм-канал или на Twitch, а все нужные ссылки я оставил в описании.